Всем привет, меня зовут Веруша. Недавно я выкладывала видео, которое набрало достаточно много для моего маленького канала, когда там пишут парочку сообщений, парочку комментариев к видео, а тут прям люди писали очень недовольно. Ну, это право людей, я некоторые удалила комментарии, потому что они были очень грубые. Вот. А так я просто знаю, что многие блогеры или публичные люди с самого начала, когда начинают свой путь, многие расстраиваются из-за таких негативных комментариев и какую-то оценку их личности. Вот в этом видео я буду говорить о зависимости от общественного мнения и вот о той самой критике. Я хочу с самого начала сказать, что лично у меня иммунитет к критике. Я научилась прорабатывать это все. И вообще я к критике очень хорошо отношусь. Критика делает нас сильнее, лучше, поэтому не стоит ее бояться на самом деле. Просто критика бывает деструктивная, а бывает та, которая настроена на то, чтобы улучшить нашу личность. Вот поговорю я сначала о деструктивной критике. То есть деструктивная это критика та, которая разрушает нас, которая начинает сбивать наш вектор, и мы начинаем думать так, как хотят, чтобы мы думали, как хотят другие люди. У меня в жизни много было ситуаций, когда я что-то не сделала, и потом очень сильно жалела, только потому что я слушала других людей. Я была в таком, вроде сознательном, а вроде еще таком состоянии какого-то ребенка еще пока, хотя я была уже достаточно такой юной девушкой, но к сожалению, взрослые люди имели такой авторитет для меня, какие-то, к сожалению, я говорю именно на тот период, конкретно те люди, которые потом оказывались уже по другую сторону баррикад, и я переставала с ними общаться там, по другим причинам, но я понимала, что этих людей мне в жизни точно не надо было слушать, то есть их поступки в жизни они не подтверждали их правоту и их такое мудрое, какие-то мудрые советы, которые они давали людям. Вот. И вот много людей, которые я заметила, которые не могут построить, например, свою жизнь или карьеру. И именно эти люди, они начинают давать советы. То есть, если у них не складывается, то вряд ли такой человек скажет, что нет, вот ты точно будешь вот тем, кем ты хочешь быть. Скорее всего, такие люди в основном, они, я, по крайней мере, я никого тут, я никого не знаю, кому рассказываю, вам, зрителям, и поэтому я просто говорю, никого не хочу обидеть, но много людей действительно, которые дают непрошенные советы, и ладно, это еще, чтобы это просто советы были, но это именно такая вот деструктивная такая история, которая мешает двигаться по жизни многим людям. И эти люди, они начинают говорить, да у тебя ничего не получится, да что ты там придумала себе, да посмотри, как вот, не знаю, что-нибудь такое вот, не знаю, девушка хочет стать актрисой, например, и ей вот сейчас вот будут все говорить, да ты посмотри, сколько тебе лет, да куда ты, да сколько там этих актрис, да ты свою внешность видела, в актрисы берут только красоток или там еще что-то, да, то есть
можно много всего напридумывать, сказать, и у человека пропадет желание. Здесь важный момент, что я для себя поняла, никого не слушать. Слушать только себя, свое сердце. И, знаете, порой иногда и близких людей можно прислушиваться, но близкие люди иногда, они, конечно, там многие хотят нам лучшего, но иногда близкие люди тоже начинают тормозить тебя. Что хочу сказать по поводу зависимости от общественного мнения. У меня, в принципе, никогда не было так вот ярко выражено. Мне просто всегда хотелось от того, что в детстве я была такой пай-девочкой, я как-то уже в ролике рассказывала, преподаватели, учителя ко мне там подходили, там какую-то конфетку там за вредность давали, как там раньше молоко на работе за вредность давали, и сейчас где-то осталось. И я всегда такая была, вот, всем нравилась. И у меня вот это вот чувство, оно всегда со мной было, что я хорошая, я всем нравлюсь, все отлично. А потом, когда я начала взрослеть, и, соответственно, я всегда старалась помочь людям. И потом как-то я со временем начала понимать, что моя помощь уже, она воспринимается как должное, и были моменты, когда я там что-то уже не сделаю, хотя это просто, вот, я не должна была это делать, и люди уже там обижались или еще что-то, там начинались какие-то даже на работе перипетии из-за этого, из-за того, что я вроде как уже должна. Это всего лишь мое желание было помочь. Вот, то есть я поняла, что инициатива наказуемая. Я поняла, что чем меньше инициативы, тем будет лучше. И постепенно вот это вот влияние такого общественного какого-то мнения или критика та же самая, она как-то, я перестала от нее зависеть, потому что я поняла, что для всех хорошей не будешь, и что толку от того, что я буду слушать чужих людей, которые мне будут говорить, что у меня ничего не получится по жизни. И мне прям так нет, я так утрирую, мне так прям не говорили, но когда я начинала рассказывать про свои планы на жизнь, про мечты свои, много я слышала, что, нет, вряд ли. Да, и я когда-то там расстраивалась, что люди меня не могут поддержать, а потом поняла, что, собственно говоря, чего я жду, зачем я жду какого-то одобрения от общественного мнения. И с этим самым же критика появляется, когда я начинаю отдаляться, скажем так, от общества, которое говорит одно, а я делаю другое, такие люди всегда не нравятся. Особенно не нравятся люди, которые говорят правду. Вот я любитель сказать то, что считаю на самом деле. Я не люблю заискивать, я не люблю специально как-то вот быть такой вот весь хорошенькой такой, чтобы понравиться людям, чтобы быстренько войти в контакт, чтобы манипулировать или чтобы получать свое, то, что мне хочется. Вот как бы вроде как я такая вот вся такая хорошенькая, и такие вот люди, они часто вот за спиной обычно там вот могут говорить про других людей, но на других людях они очень хорошенькие и прям вот такие милашки. И мне вот очень импонируют люди, которые изначально показывают себя, какие есть. Да, может быть, они будут где-то грубоваты, рисковаты, но они будут настоящие. Их можно сразу увидеть, какой человек, что от него можно ждать.
А вот когда человек постоянно вот весь такой вот, он замечательный, такой вот он хороший, вот такие вот интонациями такими вот говорит, у меня очень всегда возникают вопросы по поводу честности и искренности этого человека. У меня в жизни так складывается, что именно такие люди потом и предают тебя. Но это вот у кого как. Поэтому я просто для себя поняла, что зачем мне искать какого-то одобрения в обществе на тему моих каких-то действий, моих решений, моих мечт. Если я могу сама себя поддержать, во мне есть большое желание, большая уверенность в том, что у меня получится все, ну не все, может быть, иногда, как говорят, бойтесь своих желаний, иногда то, что желание или мечта какая-то не сбылась, потом со временем понимаешь, что оно их и хорошо. Было бы хуже, если бы оно сбылось. То есть эта мечта, она просто в какой-то момент стала бессмысленной, и я поняла, что она мне и не нужна. Ну, какое-то желание, которое я хотела, чтобы сбылось в жизни, исполнилось или произошло. Вот, поэтому у меня в этом плане все просто, даже возвращаясь к ролику, который вот набрал негативные комментарии, да, это ролик про то, что я говорила в Москве, в 30 километрах от Москвы бедность, и вот я хочу сказать, что меня вообще вот, у меня действительно иммунитет от критики, и я могу только прислушиваться к этой критике, но воспринимать как-то суперсерьезно. Мне там написали: Веруша, у вас с косметикой лучше получается, ну, как бы вот записывайте лучше про косметику видео. Спасибо большое за советы, вот, но я буду делать то, что считаю нужным. Я, в принципе, достаточно давно уже не иду по пути многих людей, которые как-то там вот живут, там особо не высовываются, там, не знаю. У меня всегда было свое мнение, своя точка зрения, и поэтому у меня вот маленький канал, но я на своем канале делаю то, что хочу, вот, высказываюсь и говорю то, что я хочу. Вот, поэтому я очень извиняюсь перед тем, кто меня там смотрел и ему не понравилось, но извините, это мое мнение. Мне там написали, что, видимо, с литературой у меня проблемы. Нет, с литературой у меня было очень хорошо все, это был один из моих любимых уроков. И я одна из класса, кто читала практически всю литературу, которая давалась в заданиях. Вот, и поэтому общественное мнение, общественная критика, она меня вот никак не тревожит абсолютно. И, конечно, во времена наших родителей, ну, моих родителей, да, в советское время, такие люди, инакомыслящие, люди, которые мыслят иначе, по-другому, они считались белыми воронами, и в то время, наоборот, все делалось для того, чтобы таких людей не было, потому что государству было удобно, чтобы человек мыслил только так. Тогда с такими людьми ими проще управлять, и если человек думает по-другому, то это многим не нравится. Вот, так что, собственно, я вот хотела это сказать. Я на самом деле очень желаю многим людям найти в себе вот эту вот опору и просто понять, что вы есть сами у себя. Все начинания, которые вы можете начать в любом возрасте, только вы сами можете себе сказать, можете вы это сделать или не можете. Мне кажется, что в жизни можно все вообще, и в космос полететь, и все что угодно, если есть большое желание. Ну, конечно, я
уже прям не говорю так, что, не знаю, я, понятно, уже балериной я не стану, вот, но те мечты, ну, у меня, кстати, в детстве было желание стать балериной, но когда я попала в Большой театр, я поняла, что я очень рада, что я не стала балериной, потому что это тяжкий труд, и я просто поняла, что это не мое. Вот. И вот иногда здорово, когда ты о чем-то мечтаешь, потом ты где-то оказываешься и понимаешь, что нет, вот все-таки хорошо, что так сложилось, сложился мой путь на данный период, что я не оказалась... Да и я, в принципе, такая крупная достаточно для балерины по телосложению, поэтому я думаю, что у меня и из-за этого. Потом у меня там травма была, ну, в общем, ну, никак просто. Вот, и, собственно, чему я рада. Но здесь еще вот надо сказать, что если почитать многих известных людей, например, братьев, которые придумали самолет, и в то время им говорили, что у вас ничего не получится, вы представляете, самолет, в то время, когда просто в небе летали птицы, а тут и больше ничего. А тут какие-то два человека говорят, что мы придумаем самолет, и он будет летать и перевозить людей по небу. Я читала, что там просто очень многие сказали, что это нереально. Но мы уже долгое время пользуемся этими самолетами. И я получаю удовольствие от полета. Я очень люблю летать на самолетах, особенно вот этот момент взлета и посадки. Поэтому и так очень много историй на самом деле, когда человеку говорили, что забудь, твоя идея вообще очень такая, не получится ничего. И у человека получалось. Главное — вера в себя и общественное мнение, оно меня вот меньше всего, честно говоря, беспокоит. Вот. И, кстати говоря, у меня вот там на работе были моменты, когда много людей были против меня, против моих каких-то, тоже мыслей и так далее. Вот. Но это вот тоже меня вообще никак не беспокоит. Не потому, что я вот такая вот, я права только, и больше вот я такая умная, а все остальные не умные. Нет, просто я так чувствую, и я вообще считаю, что для девушки вот эта вот критика очень разрушительна для многих. Тех, у кого такая нестабильная самооценка, здесь очень много зависит тоже, естественно, от вашей самооценки. Если вы очень уверены в себе, то никакая критика вам не помешает, вы будете двигаться дальше вперед. Потому что если посмотреть, опять же, путь разных людей, там, известных в том числе, мне вот нравится цитата Стэтхэма. Вот он, кстати, говорил в какой-то цитате своей, что не надо рассказывать, что происходит хорошего с вами. Лучше говорите людям, что все плохо у вас. Потому что когда... Так, сейчас. Многие люди не могут пережить успех другого человека. Например, вы учились вместе, он раз и очень успешный стал, я не знаю, или да даже бывает и дружите, и один человек стал успешный, другой нет. Тоже дружба может из-за этого разрушиться. Много всяких ситуаций, но людям проще написать много негатива, нежели что-то очень положительное. Так общество устроено, я, в принципе, это понимаю, поэтому я и никаких претензий и не предъявляю. Просто я знаю много людей, которые очень сильно зависимы от общественного мнения. Вот эта критика, они начинают еще больше себя сами тоже накидывать все вот эти вот негативные
комментарии все время вспоминать, когда их критикуют, и еще больше как бы себя принижать, вот. И дабы остаться психически здоровым человеком со стабильной психикой и двигаться по жизни, быть уверенной, не слушайте общественное мнение. Общественное мнение зачастую всегда будет говорить, что у вас ничего не получится. Вот, так что слушайте себя, укрепляйте свое внутреннее я, будьте уверены в себе или уверенным, и у вас все получится, все, что вы хотите. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Ну, здесь вы можете писать какие угодно комментарии. Я вот, правда, я удаляю только какие-то грубоватые комментарии, в остальном я оставляю, поэтому каждый имеет свое мнение. Вот. И, в общем, если есть желание, пишите комментарии, и увидимся в следующем видео. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч. Пока.